Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим MIDI-клавиатуру Novation Launchkey 37. Это версия MK3. Как и все клавиатуры Launchkey, эта клавиатура максимально приспособлена для Ableton Live. Конечно, ее можно использовать с любым другим редактором или разными синтезаторами, но она максимально удобна для использования с Ableton Live. Во-первых, здесь 16 чувствительных RGB пэда, что удобно для использования программы в лайве, да и в записи, так как пэды чувствительные, удобно набивать разные секвенции барабанов, например. 37 чувствительных клавиш. Они приятные, полноразмерные, на них можно сыграть даже серьезные вещи. Удобные настраиваемые энкодеры, их здесь 8 штук. Транспортная панель, которая имеет помимо play-stop записи и кнопки цикла, разные значения, такие как, например, включение квантайзера, клика и undo. Мы видим клавишу Fix Chord, которая говорит о том, что здесь есть функция аккордов, и здесь их 3 режима для того, чтобы вы могли нажимать целые аккорды одним пальцем. Очень мощный арпеджиатор, есть разные ритмические рисунки, которые быстро выбираются, и еще дополнительные функции, которые назначаются на пэды. Помимо использования запуска клипов и игры на них, различные управления назначено, опять же, на пэды. Качественное колесо Pitch Bend и модуляция. Помимо USB-шины также имеется 5-пиновый MIDI-выход для того, чтобы использовать внешние модули. А еще очень круто, что в комплекте с этой MIDI-клавиатурой идет большой пакет плагинов. Это Ableton Live Lite, различные виртуальные инструменты и сэмплы. То есть у вас практически есть все для того, чтобы начать заниматься музыкой профессионально. А теперь давайте рассмотрим ее подробнее, и начнем мы с чувствительности клавиатуры. Клавиатура очень качественная, упругая. Как я уже говорил, на ней можно сыграть достаточно серьезные вещи. Такая, стандартная синтезаторная клавиатура, но достаточно упругая. А теперь также давайте проверим чувствительность пэдов. Пэды, как и энкодеры, многофункциональны в этом инструменте. Для того, чтобы перейти от режима воспроизведения к режиму сессии, нам нужно нажать клавишу Shift, удерживать ее, и вот здесь под первым пэдом во втором ряду подпись Session. Мы нажимаем на нее и переходим в этот режим, и видим то, что отображается в сессии. То есть 2 записанных трека у нас горят зеленым, они мерцают из-за того, что стоят в готовности воспроизведения. Мы можем включить всю сессию, точнее весь слой сразу, нажав на эту клавишу. Мы можем перемещаться по слоям вот таким образом и от трека к треку, используя клавиши трек. Как вы видите, все очень легко переключается. А третий столбик у нас отображается здесь красным, что говорит о том, что он готов к записи. Теперь мы можем нажать REC, либо, опять же, стрелочку, которая запускает целый слой, и начать запись.
Нажимаем стоп, все останавливается. Очень удобно то, что, во-первых, мы имеем полный контроль над сессией. Не заглядывая туда, мы можем все это дело писать, останавливать, запускать, снова прослушивать. Также воспроизводить отдельные клипы, они разного цвета. Пустая ячейка под клипом останавливает играющий клип. Это тоже удобно, но это, мне кажется, классический вариант воспроизведения и остановки клипов в Ableton Live, что удобно. Итак, клавиша Stop, Solo и Mute. Нажимая на нее, мы получаем разные цвета. Красный цвет – это остановка клипов. Соло – это выбор определенного столбца для воспроизведения соло. Повторное нажатие на эту клавишу отменяет режим соло. Еще раз нажимаем желтый цвет – это включение и выключение, ну, скажем так, mute, да, столбцов. И еще раз нажимаем, значение выключается, и теперь это просто полотно в сессии. Итак, помимо режима сессии, режима проигрывания драм-партий, также на пэдах назначено scale chord. Это различные аккорды. Также есть пользовательские аккорды, которые вы можете подготовить, сохранить и использовать в нужный момент. И кастомные настройки. Итак, что касается энкодеров, они тоже назначаются и многорежимные. Нажимаем, удерживаем Shift, выбираем Device, и теперь здесь настроены значения изменения девайсов. Перейдем к первому нашему столбцу. Там у нас электропианино. И удерживая клавишу Device Select, мы видим, какой параметр назначен на этот инструмент. Вот здесь на энкодере изменение фильтра. Как вы видите, фильтр меняется в позиции котов. Если нам нужно перейти к настройке громкости, мы также нажимаем Shift, выбираем громкость, и теперь этот энкодер отвечает за громкость. Панорама и посылы. Транспортная панель. Транспортная панель здесь, правда, очень удобная. Здесь есть play, стоп, запись, есть включение цикла. Как вы видите, на экране отображается включение-выключение. Квантайзер, клик. В любой момент вы можете не тянуться к ноутбуку, а включить или выключить прямо здесь, прямо с клавиатуры. Есть еще интересные функции Undo и Capture MIDI. Давайте посмотрим, как это работает. Сейчас запишем просто какую-то партию. Вот она записана. Чтобы ее удалить, опять же, не нужно лезть к ноутбуку. Мы нажимаем на клавишу Undo. Правда, почему-то надо нажимать несколько раз, 3 раза. И трек удалился. Теперь Capture MIDI. Переходим в режим, в другой горизонтальный режим. Ставим запись, точнее не запись, а просто воспроизведение, и просто играем. И вдруг вы поняли, что это же надо было записать. Допустим, это супер какой-то удачный дубль, но вы не поставили запись. Нажимаете Capture MIDI, и, как вы видите, появляется MIDI-трек. По-моему, это действительно удобно.
Рассмотрим работу функции Fixed Chord. Итак, нажимаем, удерживаем эту клавишу, назначаем ноты. Ну, пусть это будет вот такой интервал из 2 нот. И теперь, когда эта клавиша горит, мы слышим этот интервал. И так можно с разными аккордами. Например, давайте сделаем ля минор 7. Теперь вы можете играть, нажимая различные аккорды. При этом, если вы нажали и держите аккорд, вы можете выключить эту клавишу Fixed Chord и играть какую-то партию. Давайте посмотрим, как работает арпеджиатор. Ну, во-первых, это клавиша ARP, которая включает его. Если мы нажимаем ее и удерживаем, мы попадаем в более детальные настройки арпеджиатора. Мы видим, что подсвечиваются по-разному наши пэды. Нажимаем в верхнем ряду первый пэд. И это тип воспроизведения арпеджиатора вверх. Либо вниз и так далее. Ну, в общем, самые классические раскладки арпеджиатора. Следующая клавиша в верхнем ряду – это доли, по которым играет арпеджиатор. 4 клавиши долей, 4, 8, 16, 32 и 5 пэд отвечает за триоли. Третья клавиша – раскладка арпеджиатора по октавам. 1 октава, 2 октавы, 3 октавы и 4 октавы. Далее, помимо классических раскладок вверх-вниз, вверх и вниз и рандомно, есть еще ритмические составляющие. И, кстати, хочу сразу обратить внимание, здесь есть 2 регулятора, которые в этом режиме, и вообще энкодеры в этом режиме отвечают за тоже арпеджиатор. И когда мы выбираем вот такой ритмический рисунок Divide, давайте посмотрим, что будет менять этот энкодер. Как бы некоторые ноты из секвенции вычитаются. То же самое происходит с позицией Mutate. Сейчас мы ее найдем. И давайте послушаем. Ну, такие какие-то странные арпеджио, но иногда это даже очень выручает в написании какого-то креатива. Итак, как мы говорили, энкодеры тоже отвечают в этом режиме за арпеджиатор, и первый энкодер отвечает за темп арпеджиатора. Следующий за свинг. Давайте выберем 16. Далее гейт. И 2 следующих энкодера мы уже рассмотрели. Это Mutate и Divide. Ну а теперь по традиции давайте запишем музыкальную композицию. Будем использовать эту MIDI-клавиатуру. И для начала мы запишем ритм-секцию
right. Бочка и малый. Запишем clap. Подпишем томы. Запишем лид. Запишем секвенцию. Запишем еще один лид. Запишем бас. Итак, вот мы записали нашу композицию, раскидали треки, чтобы было развитие. И теперь мы можем запускать отдельные клипы, либо слоями, плавно перемещаясь по композиции. Опять же, можем использовать несколько режимов. Вот в данный момент оба ряда пэдов используются для отображения клипов и архитектуры нашего трека. Как вы видите, в первом слое есть 2 клипа. Вот во втором уже 3 и так далее по увеличению. Я могу контролировать, а когда мне нужно запускать либо останавливать один из них, допустим, удобнее использовать вот такой режим старт и стоп. Ну что, давайте проверим, как это работает, и послушаем нашу композицию.
Это очень удобный и одновременно простой инструмент. Простой в том плане, что он настолько интуитивно понятный и так легко настраивается с Ableton Live. При этом такой мощный функционал. Все у вас под рукой для записи, для живого исполнения. Мне кажется, это отличный инструмент для современного музыканта. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока. Леша, отсюда начинается заново запись. С того момента, где начинаются пэды. А все, что до этого было, начиная с пэдов, стерлось и... То есть мы записали пианино, остановилось все, и вот теперь продолжаем на пэдах.